то это шале построено в 1908 году, и оно участвовало, представляете, сколько, около сотни лет назад, оно участвовало на выставке в Милане, и потом было перевезено сюда. Оно было перевезено сюда, и видите, вот это деревяшки такие, покрытие очень необычное, оно сохранилось с тех времен. И ряд зданий здесь на территории, они охраняются местными властями как вот, объект культурного наследия. Кампус школы смотрит вниз с горы Цукенберг на оживленный город Цук. И таким образом территория кампуса представляет собой тихое уединенное место, подальше от городской суеты, что делает школу максимально безопасной. Это тоже была идея основателя школы доктора Макса Хусмана. Расположить ее так, чтобы дети были в контакте с природой. В то же время, если вам хочется поехать в город, рядом находится Цук, а международный аэропорт Цюриха всего в часе езды. Сюда вообще ходит фуникулер, но мне не повезло, и я ехал на автобусе. Сейчас фуникулер именно сегодня находится на ремонте. Я сначала попал в другое здание, я пошел в другое здание, потому что я не думал, что все эти здания на вот этой территории, куда я приехал, что все они относятся к школе. Я посмотрел по своим гарминам, и мне показывает, что высота 924 метра. Цук, это вот, собственно говоря, главный ближайший город, он находится внизу, ехать ориентировочно 15 минут. Вот это здание, которое возле меня, это главное здание, это как раз вот учебный корпус, и тут же находится бординг для мальчиков, здесь находится столовая, здесь вы видите такая терраса уличная. Вы слышите, как гремит гром? И сейчас пошел дождь. Сегодня у нас за весь день уже дождь начинался и останавливался несколько раз. Вот эта терраса, здесь также проходят какие-то посиделки, здесь проходят ужины, обеды. Сейчас дождь прошел, поэтому это место не особо используется, но иногда, когда здесь хорошая погода и тепло, здесь ужин проходит. То есть вместо здания он проходит именно здесь, на природе. Ну, конечно, здесь в недождливую погоду также можно с собой взять еду и посидеть, отлично провести время. Дрова есть, закинули дрова, разожгли огонь, очень классный. Напротив теннисные корты, внизу стоят шезлонги. Институт Монтана Цукенберг был основан в 1926 году. Тогда учащихся было всего 6. Основная идея основателя была проста. Если бы ребята разных национальностей ходили бы в школу вместе, учась уважать разные культурные традиции, и если бы их учили ясно мыслить, они выросли бы толерантными и справедливыми людьми. В школе по сей день с момента ее основания преследуют главную идею. Каждого ученика здесь рассматривают как целостную личность и индивидуальность. Обучение и воспитание студентов должно проходить в гармонии, в заботливом сообществе. И все это с использованием лучших современных технологий и методов обучения. На сегодняшний день в школе обучается больше 300 студентов в возрасте от 6 до 19 лет. Здесь множество программ обучения и клубов по интересам. Значит, что касается дополнительных мероприятий, здесь их огромное множество, и вот, допустим, висит сейчас на доске специальная доска, вы ходите, можете увидеть, что будет происходить в ближайшую неделю. К примеру, вот есть катание на каноэ, дальше вечерний футбол, ну это достаточно очевидно. Звонок, извините. Здесь есть, значит, скайдайв, это аэротруба, здесь стрельба из лука, дротики, плавание. Ну, это вот то, что я вижу сейчас, и то, что будет происходить в ближайшую неделю. Если вы хотите узнать больше про данную школу и получить информацию от консультанта, переходите по ссылочке к нам на сайт, где вы можете задать вопросы в онлайн-чате.
Ближайший город – Цуг. Он является экономически процветающим, а также штаб-квартирой для многих транснациональных компаний. И он особенно привлекает туристов, так как расположен на берегу озера. Ему удалось сохранить свою средневековую атмосферу, прежде всего благодаря замку-музею Цуг, в которой и ранее проживали представители правящих семей. А резиденты кантона Цуг обладают самой высокой покупательской способностью во всей Швейцарии, а сам кантон является самым богатым. Цуг славится своими природными достопримечательностями. Вы можете подняться на гору с помощью фуникулера. Любители хайкинга могут отправиться на прогулку по одному из пеших маршрутов, которые растянулись почти на 80 километров. Это для стирки вещи. То есть все мешки здесь подписаны, есть неймтеги, и туда ты во время недели складываешь грязные вещи, в четверг утром их забирают, и после школы ты приходишь, у тебя новые вещи. То есть ты не стираешь здесь? Нет, сам лично ты не стираешь ничего. Начиная просто от обычной футболки, заканчивая даже обувью и костюмами. Нет, девочки живут в другом здании, девочки живут отдельно. И здесь достаточно строгое ограничение, чтобы девочки к мальчикам не ходили во время в свободное время. К девчонкам в комнаты нельзя, а есть как в Фелтинеге, так и здесь общие комнаты, где можно там в бильярд поиграть, можно найти, естественно, пойти на улицу погулять там, или в теннис поиграть, но именно в комнаты нельзя заходить. Спортзал двухэтажный, на первом этаже именно как спортивный зал с тренажерами, и на этаже повыше там поле баскетбольное. Вот комната. Лично я живу в другой, но отсюда просто в 12 класс съехал, поэтому она сейчас выглядит немного пустой. Это комната на двоих, все комнаты на двоих, естественно, побольше. Которые комнаты для одного человека, они немного поменьше. 2 раза в год есть, типа чемпионата по футболу, когда учителя против учеников играют. То есть, например, я в прошлом году брал наука и технологии. Есть еще готовка, есть лук, футбол, баскетбол, волейбол. Именно здесь близко курорта нету, но обычно в субботу нас вывозят куда-нибудь. Нужно просто заранее записаться, и тогда тебе еще перед сезоном разберутся с лыжами, то есть либо ты свои приводишь, либо ты арендуешь здесь. Немецкий здесь по факту не нужен. Если ты приезжаешь учиться в международную часть этой школы, то тебе немецкий вообще практически не нужен, потому что все обучение идет на английском. Плюс, если у тебя даже английский слабенький, то здесь его легко подтянут. Здесь есть класс для относительно слабых учеников, плюс еще помощь этим ученикам. В городе, да, конечно, нужен немецкий, но нужно там буквально пару слов. Плюс достаточно много учителей здесь тоже в школе живут, в отдельном здании. Поэтому, если тебе нужно что-то с чем-то помочь, там, с домашним заданием или с чем-либо еще, можно легко им написать, и они тебе помогут в любое время. Я сейчас нахожусь рядом со столовой в школе, и вот это меню. Я хочу объяснить, как здесь все устроено в плане еды. У вас 3-разовое питание, но также есть, конечно же, и что-то типа кухонь в бординге. И вот это меню составляется каждую неделю. Каждую неделю меню меняется. Здесь шеф-повар итальянец, плюс здесь есть классы кулинарии. И если, допустим, вам что-то не нравится, вы хотите что-то поменять, здесь есть специальный студенческий комитет, и вы можете, если хотите что-то поменять, вы сделаете свои замечания, и в школе потом все это дело может поменяться. Сейчас вот это все пространство использовалось для экзамена, и здесь стоят, посмотрите, вот эти вот штуки, это перегородки. И когда здесь нет экзаменов, вот это пространство может быть разделено на разные зоны, и его могут использовать для индивидуального обучения. То есть, когда преподаватель учит ученика 1 на 1. Мне очень нравится, что во многих предметах есть разделение. То есть, грубо говоря, в России есть разделение математики на базовый профиль. Здесь есть 3 отдельных уровня математики.
То есть, если тебе очень сильно нужна будет математика в будущем, грубо говоря, ты на программиста идешь или на какого-нибудь математика, то ты, естественно, берешь самый высокий уровень и учишь ее. Если ты идешь на биолога, тебе математика вообще, в принципе, не нужна. Поэтому ты ее берешь самый низкий уровень, просто чтобы ее сдать. Чтобы получить хорошую оценку и чтобы в аттестате она хорошо смотрелась. Вот так выглядит Single Room. Он тоже сейчас пустой, просто из-за того, что 12 класс все свои экзамены сдал и выехал. Есть отдельная бумажка, называется Ausgang. Ты просто пишешь свое имя, дату, с какого времени по какое примерно ты уезжаешь в город. И его хаус-паренты, это люди, которые за тебя отвечают, его подписывают, и ты, естественно, едешь в город. Есть поездки школьные в Цюрих, в Берн на выходные на один день. Просто там, грубо говоря, по магазинам походить или к кому-то съехать, приехать в гости — это нормально. Но самому на выходные нельзя ехать. Это разрешается только 12 классу. Да, именно сюда, на первый этаж, девчонки могут в любое время приходить. До отбоя, естественно. А отбой у вас во сколько? Для каждого класса он отличается. Завтрак начинается в 7:15, но обычно нас всех будет в 7 или даже чуть пораньше, чтобы мы успели там встать, проснуться, умыться и одеться. А уроки во сколько начинаются? Уроки начинаются в 8:15. В основном идут 6 уроков и обед. У младших классов идут 4 урока и обед, потому что слишком много учеников, поэтому у нас есть 2 разных обеда. Лично у меня в 11 классе уроки в среднем заканчиваются в 3. То есть у меня еще после обеда идут 3 урока. Вот эту комнату я определенно могу называть своей любимой во всем этом здании. Кухня, столы, пианино, зона для отдыха. И вы выходите на вот эту террасу с видом на озеро и горы. Просто отрыв головы. Ну, у девочек чуть-чуть почище, чем у мальчиков. И тоже, видите, вот так мешки висят, куда складывают белье для стирки. Я хочу вам показать еще необычный класс. Я не помню, чтобы где-то я такие видел в школах. Смотрите, здесь столы расположены вот таким квадратом, и студенты сидят, получается, по кругу, и учитель ходит вокруг них. Здесь ребята делают домашние задания, и домашние задания им даются не по классам, а по их уровню. То есть даже если ребята учатся в одном классе, домашние задания для каждого могут быть разные. И у каждого студента есть свое место, то есть он может здесь оставить учебники и прийти на следующий день, и это также будет его место. И также вот эти места используются для того, чтобы ребята помимо домашних заданий еще занимались, ну, там, какими-то своими другими делами, ну, то, что касается учебы. И в школе отходят от вот этой системы, когда учитель стоит перед классом и презентует, грубо говоря, вот всем людям, да, то есть здесь учитель и класс, ну, вы сами понимаете, то есть здесь нет вот этого, здесь все сидят ребята, получается, друг напротив друга, и учитель ходит по кругу вокруг детей, то есть и сзади может, и спереди подойти. Ну, то есть совсем другое идет восприятие в классе.